снова мы путешествуем. Не раз мне приходилось слышать, что эти живописные места Галилеи называют израильской Швейцарией из-за очаровательного холмистого ландшафта и чистого горного воздуха. Я никогда не перестану восхищаться этими горными пейзажами, приезжая сюда, в этот хоть и маленький пока, но один из самых красивых городов Израиля. Знакомьтесь, это Маалот. Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел Платонов. Приветствую всех из Верхней Галилеи. В последнее время в ваших комментариях довольно-таки часто мне задают вопрос, почему вы ничего не рассказываете о личном, как вообще вы попали в Израиль и так далее и тому подобное, какие-то личные вещи. И я решил восполнить этот пробел и показать вам удивительный город Верхней Галилеи, который называется Маалот Таршиха. Вот за мной вы видите замечательные дома этого совершенно небольшого, но очень красивого города Верхней Галилеи. Так получилось совершенно случайно. Мы даже не сразу это поняли, что этот приезд в Маалот совпал с годовщиной нашей миграции в Израиль. И это первый город, с которого началось наше знакомство со страной. Поэтому сегодняшний сюжет мы посвящаем именно этому городу. Сегодняшний сюжет мы готовим вместе с моей супругой Ларисой, потому что это ее город. И здесь прожили более 20 лет ее родители, замечательные люди Галина и Валерий, в памяти которых делаем этот совместный сюжет. Это первый дом в Израиле, который нас принял, где нас ждали, дом моих родителей. Когда мы приехали, здесь уже стояла моя бабушка, мой папа с мамой. Собирали наши чемоданы, несли их вниз. Все это было практически новое, только отстроенное, красивое. Вот. И каждый раз, когда мы приезжали сюда, нас встречали, провожали. Всегда вот здесь стояли родители, бабушка, потом бабушки не стало. Потом ушла мама, потом папа провожал нас один. Ну и теперь, когда мы приезжаем сюда, это, конечно, грустные такие, ну и одновременно и грустные, конечно, и радостные воспоминания. Но теперь нас уже никто не ждет, никто не готовится, никто не встречает и не провожает. Но в то же самое время этот дом наполнен теплыми, радостными воспоминаниями о нашей семье. В первые месяцы, когда мы сюда приехали, началось очередное озеленение города. И вот в это место посадили 3 отростка пальм вместе, прям в одну лунку. Ну, видимо, рассчитывая, что одна из них все-таки выживет. А выжили все 3. И вот они росли вместе с нашими детьми, взрослели вместе с нами. И посмотрите, до каких больших размеров выросли эти пальмы. Как были втроем, так втроем вместе и остались, и объединились, можно даже сказать, в один ствол. И это тоже маленький островок нашей памяти о Маалоте. Вот эти 2 фотографии мои самые любимые. Я обожала их с самого детства, очень любила их рассматривать. Вообще фотографий тогда было совсем немного. Фотографирование было делом серьезным, да? Собирались, шли в ателье, рассаживались, фотограф совершал целое священнодействие, двигались камеры, потом он одевал черное на себя полотно, и вот вылетит птичка. Птичка вылетала, и шли домой ждать этих фотографий. Долго ждали, месяц-два. С этими фотографиями я все бегала к маме и приставала с расспросами. Я уже знала все истории, но каждый раз слушала их с новым интересом неподдельным. Я знала, что мама в фотоателье все время веселилась, смеялась, ей было очень весело. Папа на нее за это немножечко злился. И вот на фотографии мама такая улыбающаяся, радостная, а папа очень строго на нее смотрит. А платье это было куплено совсем по другому случаю. На выпускной вечер в институте. Оно было беленькое, с розовыми такими вишенками и зелеными листочками. А когда принесли домой, то в коробочке оказалась и вот эта фата. И платье дважды использовалось. Первый раз на выпускном вечере в институте, и потом также и на свадьбу. И еще одна небольшая история об этих 2 фотографиях. Мама всегда весело о ней рассказывала. Вскоре после свадьбы мама преподавала в вечерней школе физику и математику, и вот ее ученица приходит и говорит: Галина Зеликовна, я видела вас, вы висите, забыла уже название этой улицы, на такой-то улице.
Мама очень серьезно напряглась по этому поводу, потому что на этой улице был стенд с фотографиями «Они позорят наш город». И мама сразу подумала, что по какому-то серьезному недоразумению вдруг ее фотография оказалась рядом с алкоголиками и дебоширами. Но вскоре все выяснилось, оказалось, что фотоателье на той же самой улице, и их фотографии вот эти вот свадебные были выставлены в витрину фотоателье. Они еще долго, много лет висели там, пока мама уже сама не пошла и не попросила их убрать. Я абсолютно уверена, что где-то в другом мире мои родители живые, вот такие же вот молодые, веселые, радостные, как на этих фотографиях. Каждый раз, приезжая в Маалот, мы посещаем городские кладбища. Одно находится в нескольких минутах езды от Маалота на въезде в арабское селение Таршиха. Здесь нашли вечное упокоение родственники моей супруги, бабушка, дядя и мама. Здесь хоронят только евреев по иудейской традиции. Мы приводим в порядок памятники и зажигаем поминальные свечи. Вечная им память. Недавно было создано новое городское кладбище для жителей города неевреев в живописном лесу в 11 километрах на запад от Маалота. Здесь нашел упокоение, в том числе и папа моей супруги. Вечная память. В 1957 году в этих замечательных краях появились первые поселенцы. Это были выходцы из Румынии и Марокко. Населенный пункт они назвали Маалот. Рядом находилось древнее арабское поселение под названием Таршиха. В 1963 году поселковый совет решил объединиться еврейскому и арабскому поселению под названием Маалот-Таршиха. В 1991 году поселению Маалот-Таршиха был присвоен статус города. Мы гуляли по Маалоту в субботу по практически пустынным улицам. Наверное, это из-за жары, субботнего покоя и изрядно всем уже поднадоевших запретов эпидемии. Тишина, пение птиц и стрекотание цикад, радующий взгляд и утопающий в зелени улицы, чистый горный воздух, и мы как будто одни во всем городе. Ежегодно, в течение уже почти 20 лет, в городе проводится известный фестиваль скульптур, который называется Эвен Галиль, что значит камень Галилеи. Вот видите, одну из скульптур с этого фестиваля. И вот сюда съезжаются скульпторы не только с Израиля, из других стран. И на протяжении 10 дней работают практически на глазах у всей публики. И из каменных глыб получаются вот такие вот удивительные всевозможные скульптуры. В частности, вот этот вот птенец хищной птицы вылупляется из яйца. Скульпторы работают в течение 10 дней в пасхальные каникулы, буквально на виду у любопытствующих. А потом эти скульптуры часто украшают город. Как вот вы видите, это, например, достаточно украсило его в контрасте с олеандром. Каждый год выбирается новая тема фестиваля. И этой темы придерживается скульптор в своей работе. Мастера из разных стран мира, желающие принять участие в фестивале, заранее предоставляют эскизы работ. Из нескольких десятков отбирается чуть больше 10. И над ними уже работают в течение нескольких дней перед фестивалем. Когда идет работа, то возле каждой скульптуры развивается флаг страны, откуда прибыл автор.
И прямо на глазах у зрителей бесформенные каменные глыбы в руках мастеров преображаются в неповторимые формы современного искусства. В ходе съемок сюжета несколько таких скульптур мы увидели на улицах города. Вот они перед вами. На самом деле их очень много, и они органично вписываются в стилистику всего города. Вообще Маалот очень зеленый город. Здесь есть также множество замечательных обзорных площадок с прекрасными видами природы Верхней Галилеи. Смысл названия города Маалот в переводе с иврита – стремление ввысь. В городе очень много дорожных колец, каждая из которых имеет свое название и неповторимый дизайн. Посмотрите на эти самые настоящие украшения городских улиц. А это место отдыха горожан, парк, в центре которого находится искусственное озеро Монфорт. Мы очень любили здесь гулять, когда приезжали с нашими тогда еще маленькими детьми. Ходили в эти леса собирать грибы и наслаждаться природой. Конечно, за 20 лет здесь многое изменилось. Здесь немалое количество аттракционов на любой вкус для активного отдыха и развлечений. Каток, работающий круглый год, бассейн, спортзал, картинги, катамараны, байдарки, кемпинги и много аттракционов для детей. Очень здорово здесь даже просто прогуляться, посмотреть на умилительно здесь плавающих и ныряющих в воду уток, наслаждаясь чистым воздухом и прекрасными пейзажами. У города грандиозные планы на это место. Будут здесь и недорогие гостиницы, и роскошный спа-отель, большой экологический отель над ущельем ручья Гзиев и экологическая ферма, и экстрим-парк наподобие немецких парков, будет и торговый центр, и улица водопадов. А по ее сторонам разместятся художественные галереи, маленькие кафе, кондитерские и концептуальные магазины.
Возможно, эти меры привлекут сюда и не только граждан Израиля, но и даже иностранных туристов, и наш тихий домашний Малот станет региональным центром спорта, туризма, развлечения и отдыха. На этом мы заканчиваем сегодняшний сюжет. С вами были Павел и Лариса Платонова. Надеюсь, вам понравился сюжет об израильской Швейцарии, городе Верхней Галилее, Маалоте. Также у нас есть для вас объявление. На днях YouTube предоставил нам новую возможность подключить к каналу функцию «Спонсировать». Эту кнопку можно увидеть, только просматривая наш канал на персональном компьютере. Теперь каждый, кто хочет помочь развитию нашего канала, может через нажатие этой кнопки, она находится справа под видео, оформить месячную подписку помощи нашему каналу. Подробности смотрите в описании ролика под названием «Спонсорство». Еще раз повторим, что спонсорство – дело сугубо добровольное. Канал был, есть и будет бесплатным. Те, кто оформил спонсорскую подписку, имеют возможность в любой момент ее отменить. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube «Россия в красках» и «Путешествия с Павлом Платоновым». Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. Будьте здоровы и до новых встреч!